Каким-то образом мы добрались и до третьей главы, а значит пути назад уже нет. Как всегда, я должен быть краток, хоть полноценный обзор этой главы и вышел на 50 минут. А потому скажу, что глава о единстве человека и природы. Ну все, конец. Ну ладно, расскажу еще о том, что мне показалось самым интересным. В этой главе уже более детально говорят о теории Усин, а именно Вода. Земля. Огонь. Металл. Дерево. Также очень важное значение придают Ян. Моего пса зовут Ян, но это не важно, а важно то, что так в древности воспринимали иммунную систему. Если Ян слаб, то патоген ветра или холода может зайти внутрь. Приводится пример, который, скорее всего, только древние люди и понимали. Типа, при поражении холодом яньская энергия подобна дверной оси в дверном проеме. При поражении летним зноем человек много потеет и беспокоится, у него одышка, и он много базарит. Окей, это лучший сериал на свете, вы не можете оценить до конца всю его невероятную проработанность. Ах да, еще он как уголек. Если напала сырость, то голову будто чем-то обмотали. В худшем случае может произойти одно из двух: или спазмы, или мышечная дистрофия. При поражении ветром легкие отеки и боль в конечностях. Теперь мое любимое – рубрика древних заболеваний. Тут они уже посерьезней. Когда ян слишком много, летом при зное и жаре может случиться поджаренный обморок, при котором человек нифига не видит и не слышит. Паша, там впереди дыра, Паша, дыра впереди. Паша. А если человек темпераментный, то при приступе гнева он может грохнуться в обморок. В обморок. Если же потеет только половина тела, то это может быть знаком грядущего инсульта. Так, что-то у нас все слишком серьезно. Смотрите, обезьянка. Откуда потница? Из названия. Пот. А фурункулы из-за Макдака и KFC. А теперь вопрос, который волнует многих молодых людей. Откуда акне? Это все ветер и холод. Может быть, поэтому их иногда называют простудой, которая вылезла. У русских и китайцев так много общего. Также и горб может вылезти из-за холода, типа скукожился. Поняли, да? Если холод пробрался аж в меридиан, бам, гнойная опухоль. Но самое интересное, что если холод проникнет через акупунктурную точку, то это приведет к депрессии и паническим атакам. В первую очередь в голову приходит точка шинчи, это там, где пупок. Китайцы эту точку прогревают всеми возможными способами, а весь остальной народ туда ставит металлический пирсинг. Вот так оно бывает. Решила попонтоваться перед подружками, а на следующий день пьешь антидепрессанты. Кто-то из вас может спросить: док, а китайская медицина ведь такая крутая, она, наверное, все может вылечить. На что я отвечу: сын мой, открой главу 3 Желтого Императора, и ты увидишь, что если энергия между верхом и низом не взаимодействует, а инь и ян разделены, то даже сам доктор Хаус тебе не поможет. Так я вас предостерегу от лишних разочарований. Ну да ладно об этом. У меня есть новость и пообиднее. Вечером тренироваться нежелательно. А у меня бокс после 8. Почему же нежелательно? Потому что ян, он как солнце. Возможно, вы уже поняли эту связь. Утром ян вместе с солнцем просыпается, днем он в лучшем состоянии, вот тогда лучше всего и тренироваться. А с закатом солнца ян ослабевает, а значит шанс травмироваться вечером намного больше. Что ж, в субботу зато тренировка с утра. Еще немного о древних болячках. Если яна слишком много, а инь мало, да еще и жар в голову ударит, то человек может съехать с катушек. Если же наоборот инь много, то 9 отверстий в человеческом теле не работают как надо. А как именно работают? Это я оставлю вашему воображению. Ветер может ударить и по печени, переедание приведет к сранению гноем и кровью, алкоголь дарит по легким. Нет, я тут ничего не перепутал.
А много секса, да, такое бывает, оно бьет прямо по почкам. Вы можете спросить, как же так? У меня и секса нет, а поясница болит. На что я могу сказать? Держите руки в карманах. Что там еще? Ах, да, вкусы. Чтобы лишний раз не повторяться, я скажу вкус и покажу, что будет, если жрать слишком много. Кислого. Соленого. Сладкого. Горького. Острого.